Привет, ребят! Сегодня будем собираться с вами в Доминикану. И для этого заполнять формочку, которая называется электронный билет. Но по сути это та же самая Passenger Locator Form, форма поиска пассажиров, только Доминикана ее уже усовершенствовала в расчете стратегическом на все последующее ее использование. И дополнила поэтому ее и таможенной декларацией, и всякими штуками по здоровью и так далее. Поэтому мы сегодня с нее и начнем. Но хотелось бы мне сначала сказать пару слов буквально о требованиях, которые предъявляет Доминикана к нам, к ее туристам. Итак, для большинства стран посещение Доминиканы безвизовое, а Доминикана открыта после ковида еще с июля 2020 года. Граждане Украины, России, Казахстана могут посещать Доминикану до 60 дней без каких-либо виз, но у Доминиканы есть и свой список визовых стран. К ним, например, относятся Молдова, Белоруссия или Узбекистан. И для граждан этих стран вполне возможно поехать в Доминикану при наличии виз США, Канады, Великобритании или стран Европейского Союза. Теперь по ковиду. По ковиду практически почти идеальные условия для въезда, поскольку почти ни для кого не требуется никаких тестов, сертификатов, ничего, кроме одного небольшого списка стран. И вот если вы летите транзитом через эти страны или в последние 30 дней вы в них были, их обязательно нужно будет указать в нашей формочке, и тогда вам потребуется предъявить либо сертификат вакцинации, причем с последней прививки должно пройти уже 3 недели, либо пройти ПЦР-тест за 72 часа до приезда в страну. Ну и всем абсолютно туристам нужно будет дважды заполнить вот эту электронную анкету на влет и на вылет, потому что те, кто вплывает, например, в Доминикану, они по-прежнему пока пользуются бумажными декларациями. Заполняем мы наш электронный билет на государственном сайте Доминиканы e-ticket migration gov.do. Не ошибитесь, ссылочку я оставлю в описании к ролику, но в интернете уже появилось несколько фейковых сайтов, которые требуют деньги за заполнение e-тикета. Он заполняется здесь абсолютно бесплатно. Итак, заполнить форму мы можем сразу на нескольких языках, и в данном случае я даже не буду предлагать вам английский, попробуем это сделать прямо на русском. Нажимаем кнопочку «Заявление на оформление». Первое поле, на которое мы отвечаем, вы путешествуете с кем-то еще, да или нет. Это очень удобно для семей, для этого эта кнопочка и нужна. Если вы путешествуете в компании друзей, каждый заполняет свою анкету отдельно. Но если вы путешествуете с семьей, вы можете сделать основного заявителя и добавить еще до 6 человек, членов вашей семьи. Ну вот мы попробуем так и сделать. Только один момент. Если вы путешествуете с ребенком, не забудьте, пожалуйста, взять с собой свидетельство о рождении. А если у вас не совпадает с ребенком фамилия, сделайте, пожалуйста, перевод этого свидетельства на испанский. Заверять перевод не нужно нотариально, но испанский обязательно, поскольку ни русского и часто даже английского таможенники не знают. Вот так мы подаем заявление. Здесь у нас появляется номер заявления, мы его можем сохранить и в любое время зайти на сайт e-тикета и что-то добавить или обновить в нашей декларации. Итак, заполняем все не кириллицей, а латиницей, потому что форма сама и сама программа не знает кириллицы. Я заполняю какие-то данные приближенные. Страна вашего проживания, у меня Украина, по первым 3 буквам выбирает. Город, я выбираю его из списка, его просто так нельзя набрать. Если вашего города нету, вы живете в маленьком городе, то выбирайте какой-то ближайший областной центр. Штат заполняется автоматически, поскольку это надо только для США. Индекс.
И останавливаетесь ли вы в других странах? 99% путешественников из Украины летят прямыми рейсами, и тогда мы оставляем «нет». Но если вы летите, например, из Европы, и вам нужна пересадка, например, в очень популярном Париже через Шарль-де-Голь, вы выбираете «да». Я возьму сложный вариант. И я выбираю, что это первая у нас анкета на въезд в Доминиканскую республику. Ну, а пару слов на выезд из Доминиканской республики я скажу в конце ролика. Следующий шаг. Так, это у нас страничка миграционного контроля с данными первого основного пассажира, так как я указала, что у меня будет еще один член семьи. Данные мы указываем здесь только латиницей, как в загранпаспорте. Обратите внимание, дата рождения указывается в формате месяц, день, год, а не наоборот, как мы привыкли. У меня место рождения Российская Федерация, а гражданство украинское. Серия номер того паспорта, с которым вы летите. И просят прямо обратить на это особое внимание. Гражданское состояние выбираем. И еще выбираем свой род занятий. Если вы не найдете в этом достаточно обширном списке своей профессии, вы можете указать иное. Не являемся мы резидентами Доминиканской Республики. Если мы останавливаемся в частном секторе, то есть летим в Доминикану дикарем, мы можем указать здесь «да», но тогда нам придется указать точный адрес в Доминикане, а это не такое простое дело. Если вы останавливаетесь в отеле, тут все проще. Вы просто выбираете свой отель из выпадающего списка. Ну, например, у меня это будет Рио Репаблика. Аэропорт вылета. Так как я указала, что я лечу транзитом, у меня тут две строчки для первого рейса и для второго. В первом я указываю по аббревиатуре Борисполя, аэропорт вылета, номер рейса. Так, например, у меня такой, дата перелета. Выбираем ее из календаря. Вторая строчка – это мой второй перелет из аэропорта Шарля-де-Голля. Номер рейса какой-то из билета. И дата перелета, поскольку она может отличаться. Ну, например, она у нас отличается. Аэропорт прибытия. Все туристы практически из Украины прилетают либо в Пунта-Кану, либо в Ля-Роману, что даже чаще авиакомпании Azur Air. Azur мы выбираем вот так прямо из выпадающего списка, либо у меня это может быть Air France. Номер бронирования – это если вы покупаете регулярные билеты или это номер авиабилета вашего, но реквизит этот не обязательный, заполнять не обязательно. Цель поездки – отдых, туризм. Срок пребывания 12 только дней, а не ночей. И email тоже реквизит не обязательный. Следующий шаг. Здесь мы заполняем все то же самое для второго пассажира, для второго члена семьи. Вы можете установить один отель в качестве главного для всей семьи, чтобы не выбирать это второй раз. Далее. Таможенный контроль. Здесь Доминикана спрашивает вас о товарах, которые вы должны декларировать. Это либо валюта выше 10 тысяч долларов, либо живые растения, животные, продукты питания, либо товары, облагаемые таможенными пошлинами. Если у вас такие есть, то изучите, пожалуйста, условия Доминиканы о таких товарах. У меня же это нет, 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 что я вам тоже очень рекомендую. И на следующем шаге то же самое «нет, нет, нет» для второго члена семьи. Остается последняя вкладочка «Здравоохранение». Для первого пассажира мы указываем страну транзита. Я лечу через Францию, поэтому я ее выбираю. Больше ничего не посещаю. И последний вопрос: имеются ли у нас признаки заболевания какого-либо? У меня никаких.
Если у вас есть, то либо выберите из списка, либо напишите их на английском языке. И тогда укажите дату появления симптомов заболевания. И последний телефон. Плюсы здесь не проходят, поэтому ставим телефон в формате 2.0. И дальше уже наш телефон привычный. Делаем то же самое для второго члена семьи. Подать заявление. Обязательно отвечаем «нет», никто нам не помогал заполнять эту анкету. И принимаем все условия государственной Доминиканы. В ответ получаем QR-код, табличку с общей информацией заявителя, его спутников, и они же все зашифрованы в QR-коде. Поэтому сохраните его себе, либо заскриньте, либо распечатайте, либо создайте PDF. Вот и все. Единственное, что хочу вам сказать, теперь пару слов про выездную анкету. Ее стоит оформить еще в отеле, там, где у вас устойчивый интернет. Она практически ничем не отличается, кроме того, что вы указываете в первой, вот здесь, выезд из Доминиканской Республики, и у вас уже не будут спрашивать таможенного контроля и здравоохранения. Это, в принципе, уже Доминикану интересовать не будет. Ну, вот, в общем-то, и все. Отличного вам путешествия в эту райскую страну. Пока-пока.